Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Я обещал вам обзор на 650-ку, которая только приехала из Японии 2011 года с пробегом 17 500 километров. Поэтому смотрите. Вот такой вот красивый белый мопед. Уж не знаю почему, но в Бургман-клубе исторически так сложилось, что белые мопеды почему-то самые дорогие и самые ликвидные. Имеем мы вот такую вот мопедку, которая была найдена в наличии во Владивостоке. Даже не знаю в какой компании. И рекламировать пока тоже никого не хочу на этом уровне канала. Собственно, мы ее всю разобрали, продиагностировали. И, собственно, по ней есть некая картина. Значит, что я могу сказать про мопед? Пробег, судя по всему, реальный. Вы, наверное, спросите, почему разобран вариатор. А я вам расскажу. Во-первых, мопед приобретен моим очень хорошим знакомым. И он делается максимально для себя с ревизией всего и вся. Во-вторых, при диагностике шестерен у меня возник вопрос к состоянию стопорного болта, и мы решили посмотреть, что с крышкой картера. С крышкой картера оказалось все в порядке, но заводской дефект в том, что смазка попала не туда, куда надо. Мы это дело все просто вымоем, соберем обратно, и будет оно классно ездить. Вот. У нас здесь вот что касается вариатора. Классный ремешок, вообще идеальнейший, без единого скола, без единого там лишнего люфта и так далее. Все прекрасно. Ну тут вот между мотором и вариком у нас тут повесился мотылек, правда немного, но в целом все окей. Сайлентблоки более-менее. Патрубок один воздушного фильтра, вот сейчас не видно, но он порван совсем, второй на грани. Надо заменить, мопед постоял, видать. У нас, к сожалению, они закончились. И проблема в том, что кто-то у дилеров у меня из-под носа забрал последние 4 штуки. Поэтому сейчас у коллег наших покупаем. Вот, потому что поставить надо, сделать надо хорошо, хочется поставить новые, чтобы к этому не возвращаться. Ну, на край, конечно, поставили бы бэушные, но если есть возможность поставить новые, поставим лучше новые. Далее, ну, вариатор, собственно, у нас здесь ничего особенного, все красиво, муфту еще не успела разбить, но уже было на грани. Все живое, шестерни прекрасные, я бы сказал 80, а может даже 90% остатка. Первичный вал хороший, шпонки в идеале, судя по люфту. Я думаю, что может даже мы эту муфту не будем вскрывать, смазка есть, все в порядке, все видно, все хорошо. Поэтому можно на этом вопросе не зацикливаться. Вот, поэтому... Такая вот хорошая мопедка. Подшипники в заднем колесе, небольшой люфт заменим. Поставим брызговик на переднее крыло. Заменим воздушный фильтр. Он стоит оригинальный, но уже подзабитый. Почти уверен, что заводской. Такая вот примерная история. В принципе, ничего мега интересного. Здесь у нас нет. Хороший, обалденный мопед, не ржавый. Обошелся он, кстати, ну, скажу так, нифига не дешево. Стоимость его была 420 или 440 тысяч. Ну, короче, прям немало. Я считаю, что мопед этих денег, может быть, и стоит, но на грани. В целом, за состояние можно заплатить, если ты как бы для себя его берешь и не планируешь продавать. Естественно, его надо допилить, немножко довести до ума. Ему нужен сразу брызговичок. Сразу ему надо закрепить вот этот вот пластик. Тут крючки, конечно же, сломаны, как обычно. Но главное вот здесь вот саморез прикрутить вместо... Ну, саморез закладную вместо пистона. И все. Как бы хорошая комплектация. Сразу поставим кофр. И будет человек кататься, я думаю, что долгие годы. У него уже была 650-ка. Проехал он на ней немало, катался на юга. Я думаю, на этой продолжит. Если помните, то в предыдущем, наверное, а может видео пару назад,
не знаю, в каком порядке они выйдут, я рассказывал про 650-ку 15 года с пробегом 50. Вот кто внимательно смотрел и помнит, там были хорошие обалденные шестерни, стопорный болт нормальный, все было в порядке. Вот, и в принципе, несмотря на довольно большой пробег, она вся живая. Вот, то есть разные частные случаи, примеры весьма интересные. Мы там заменили сайлентблоки, полностью привели ее в порядок, поставили оригинальный фильтр. Вот владелец сегодня счастливый, довольный уехал. Надеюсь, что он оценит, как изменилась управляемость, и будет еще очень долго и счастливо на нем кататься. Мы вот тут вот занялись C650 GT. Очень интересная тут ситуация у нас. Короче, я грешил на правый пульт, что он не заводится, а потом подключил диагностику, и оказалось, что проблема в датчике положения боковой подножки. И вообще оказалось, что здесь удар по подножке был, он как-то странно стоял на ней, причем давно, но никто не обращал внимания, владельца это не волновало. А тут, когда дошло дело, выяснилось, что вот этот болт был обломан, вот этот болт был загнут, подножка была вся деформирована, там вот ухо мы выправляли и подваривали. Вот, короче, выкручивали болт из картера, где-то здесь он у нас лежит, или уже выкинули. Короче, один болт я к нему приваривался, выкручивал. Мы, сделали подножку, восстановили кронштейн, чтобы у нас, к сожалению, закончились. И поменяли датчик, после чего мопед сразу же стал заводиться. И поменяли здесь башмак натяжителя на 3-й номер, подтянули цепочку. Все здесь было очень грязно, сюда никогда не лазили. Вот смотрите состояние крышки. Завтра ее в мойку еще отправим, и я думаю, что поедет он дальше кататься. Еще я думаю, вот, кстати, пробег тут типа 45. И, в принципе, все швы на воздушном фильтре здесь еще в порядке. Ничего здесь никуда не разошлось. Но появились следы масла вот в этой резинке. Поэтому, скорее всего, мы снимем вот эту часть фильтра, проклеим ее. Внутрь, вглубь не полезем, потому что все швы целые. Просто промоем и проклеим стык. Вот, но не более. То есть весь колхоз только по мере необходимости, без фанатизма. Здесь уже стоит ручной натяжитель. Механический мы меняли на ручной. Кто не знает, у цешек у первых поколений есть проблема, что у них стоит механический натяжитель. И если у вас на цешке стоит механический натяжитель, сразу же его надо менять. Даже если он свежий, новый, какой угодно, в любой момент у вас может перескочить цепь и загнуть клапана. Хороший вариант заводской — это гидронатяжитель, но это дорого. И даже когда были хорошие времена, в отзывной компании, к сожалению, большинству отказывали. Это уже там сложная тайна, покрытая мраком. Бюджетный вариант, который, по крайней мере, никуда не перескочит, это ручной натяжитель. Да, он дешевый, относительно простой в установке, но надо, к сожалению, следить иногда за регулировкой. Раз там 1010, его, может быть, в 15, его надо подкручивать, смотреть за состоянием. Вот, это как бы данность, зато дешево. Собственно, после установки он 2500 всего проехал. Мы ему делали вариатор, полностью меняли. Щеки передние новые ставили, задние свежие бэушные. Короче, в прошлый раз до редуктора у нас даже руки не дошли, потому что здесь было много других проблем. Ставили брызговик, мыли радиатор. Он уже сейчас-то, кстати, опять не идеально чистый, но, по крайней мере, по сравнению с тем, что было, вполне себе. Вот сейчас дошли до редуктора, до привода цепного. Поменяли здесь оставшиеся релюшки гнилые. И вот, наверное, вот этот момент тоже приведем в порядок. Такой вот мопед. Что занятно, у него один владелец сыновья. То есть примерно 10 лет человек на нем ездит. Бывает всякое, бывает и такое. Вот у нас вот тут еще один Дорест приехал. Надо будет его немножко обслужить. РТХ ждет болты крепления клапанной крышки. Сегодня, как видите, за моей спиной немного дымно.
А почему? Потому что сегодня мы ломаем BMW. И теперь выкатили на улицу, потому что дышать совершенно невозможно. Проблема заключается в следующем. Запускаем и смотрим. Это у нас 1250 РТ нашего постоянного клиента. И что же с ним произошло? Ну, у него была небольшая авария, и он ударился левой крышкой двигателя об автомобиль. Соответственно, направо он упал. Ну так, скажем так, аккуратно положил мотоцикл, и кроме крышки, по сути, особо ничего не пострадало. Как итог, получилось, что мотоцикл какое-то время, видимо, полежал на правой стороне, и когда мы его запустили, я думаю, масло попало просто в выхлоп, и теперь единственный способ от него избавиться — это дать ему поработать какое-то продолжительное время. Будем следить за уровнем масла и наблюдать, как он себя поведет. Я думаю, что через полчасика такой работы все у него пройдет. Уже не раз с подобным сталкивались. Это, конечно, не полезно, но теперь уже поздно. Я как-то что-то не подумал сразу о том, что, может быть, стоит правый цилиндр выкрутить свечку и как бы продуть. Но все равно масло бы осталось. То есть избежать этого на 100% у нас бы все равно не получилось. Понаблюдаем. Бургман приехал к нам дилерский. У него беда с подшипниками рулевой колонки. Полагаю, что с вариатором не все идеально, потому что, судя по всему, 15 тысяч туда не лазили, и ремешок менялся 15 тысяч назад. Короче, вот вижу явно, что здесь очень разного цвета тормозуха. В правом бачке ее почти нет, возможно, нет колодок. В общем, весь его надо будет посмотреть. Сегодня от нас наконец-то уехала GT-ха 1600. Наконец-то мы все по ней закончили. И дальше будет человек тоже успешно кататься. Вот. Кстати, помните, я еще рассказывал про то, что экспериментирую, хочу завтулить вариатор вот этот вот, после чего проточить его, попробовать восстановить. Вот мне привезли проток, у меня получился диаметр 34,5, и я не знал, честно говоря, такого момента, что, заказал проток 35 миллиметров из бронзы под втулку, отдал за него 800 рублей, плюс доставка. И, короче, реально он пришел 33,5. Короче, не подходит. Пришлось заказать еще один, уже за 1200 рублей. Плюс доставка. И он 40. Много придется перевести в стружку. Вот, будет минутка, сделаю втулки. Потом относительно втулок проточу плоскость. Надеюсь, что получится. В принципе, получится. Куда оно денется? Просто вопрос себестоимости. Получается, что надо брать больше диаметра. И оказывается, согласно ГОСТу, металлопрокат подобного уровня обычно идет в минусе от размера и может быть в минусе до 1,6 миллиметра. Мне, правда, тут посоветовали, возьми пресс, нагрей, короче, и спрессуй вместе, чтобы, типа, диаметр побольше стал. Но, как по мне, это, конечно, зашквар. Ну, что это за издевательство? Вот. На мой взгляд, это просто разводилово, которое прописано даже в ГОСТе. Ну, это же реально разводилово. Ну, что это за фигня? Ты берешь под работу деталь с заданным диаметром, а она приходит меньше, и ты в итоге выбросил деньги. Как бы, либо ты должен брать там на 5 миллиметров больше и кучу переводить в стружку металла. А если бы мне надо было этой бронзой не 50 миллиметров, а метр, 2, 3, 5, 10, 50, это сколько же я должен в стружку перевести? Это же просто страшное дело.
Ну вот, к сожалению, такие вот у нас ГОСТы. Что ж поделать. А на сегодня все. Наш блог подошел к концу. Сегодня поеду смотреть себе мотоцикл. И это не гантеля. А что это? Я расскажу в следующем выпуске. Всем пока! С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. А кто хочет поддержать мой канал, внизу есть ссылочка. Всем пока!